много лет живу, в том числе в районе Альхия. И он действительно поменялся необыкновенно. Говорят, что какая-то здесь пустыня, да нет, здесь рестораны, кафе, наш прекрасный бутик. Вчера мы были на очередном мероприятии, постоянно концерты проходят. У нас строятся компаунды, у нас здесь чисто, хорошо. И главное, мы все соседи. Сегодня день соседей. Вот. Просто прекрасно, весело, не скучно. Для меня лично, если жить в Хургаде, только вот с видом на море, это наши Мальдивы. В общем, здесь прекрасно. Мне нравится. Замечательный район. За 10 лет столько всего тут уже понастроилось. Наконец-то появляются большие магазины. И скоро... Надеемся, будет у нас Гомла тут, уже ждем, не дождемся. Вот. Все потихонечку как-то приходит в норму. Даже спортивное поле построили там рядом с мечетью, рядом с Файрузом. Вот. Теперь ребяткам есть где вечером гулять, есть где играть в футбол. Тут на самом деле есть даже секции, футбольные секции, спортивные секции для детей, но проблема в том, что никто об этом не знает. А в каждой школе есть секции, и по плаванию есть секции здесь. Пока не очень много, но надежда есть. We live here since around 3 years. First we lived in the center of Hurghada, but we choose to go to Al-Ahea because it's quiet here, the community is very good. We live on the beach, so... And the last years, a lot changed in Al-Ahea. A lot of people come here, a lot of foreigners also. So, but my husband is Egyptian. He lived here already 20 years. So. Yes. Дорогие соседи, мы хотим вас поздравить с Международным днем соседей, который уже в 1999 году, этот праздник еще во Франции придумали, и мы его здесь, в Аль-Ахее, решили применить. Поэтому эти ярмарки, которые мы здесь проводим, мы проводим для вас. Пожалуйста, приходите, развлекайтесь, поднимайте себе настроение. До 2011 года я жила на Дахаре. Потом, и когда я сюда приезжала, мне казалось, это вообще где-то, вообще, то есть это я в другом мире нахожусь. А потом так получилось, что я здесь поселилась. И это мой любимый район. Здесь ничего не было, была пустыня, никаких лабутиков, никаких развлечений, 3,5 магазина, маленькие палаточки. Но все равно здесь так тихо, спокойно, у нас доступное море. Мы ходили на это море и ходим, как к себе домой. Что я могу еще сказать? Сейчас у нас развивается инфраструктура, у нас появился красивый променад, очень красивая Мамша. И наш район каждый год все улучшается, улучшается. Закрываются, правда, доступные пляжи, но я думаю... Мы с этим справимся. И вообще у нас очень хороший район. Ни за что его не променяю. Ни на Каусер, ни на Шератон. Ну, мы здесь очень долго уже живем в этом районе, в Аль-Ахее. В районе 6 лет. Как заехали в один компаунд, Turtle Beach Resort, так вот в нем 6 лет уже и живем. Купили квартиру и, в общем, в целом все нравится, потому что компаунд со своим пляжем. Из-за этого, наверное, купили, потому что много детей, 5 детей, поэтому надо было с пляжем своим. Мы хотим рассказать нашу историю, как долго мы живем в Аль-Ахее. Я живу в Аль-Ахее 4 года. Мухаммед, how long you live in Al-Ahea? I live here 4 years. Тоже But 4. yeah, I live in Hurghada more than 20 years. But you like now Al-Ahea more, yes? Yes, I like Al-Ahea more now because more quiet, not have many crowd. It's the good people here, a lot of foreigners people everywhere. We are doing such a good place here for serve for all people a good service and everything. Yeah, Да, чтобы вы знали, что в Аль-Ахее у нас вилла принца Таляля. Это самый богатый человек в арабском мире. Это наш сосед. Так что, когда кто-то говорит, что Аль-Ахея там чуть далеко или еще что-то, знайте, что ваш сосед принц Таляль. Yes? Your neighbors Yeah. are my neighbors, принц Таляль, окей? Самый богатый человек.
Thank you. Да, всех поздравляем еще раз с Днем соседей. Желаем всем хорошего здесь проживания, чтобы все были счастливы, довольны. Мухаммед со своей стороны в ресторане «Le Boutique» проводит много дискотек, мероприятий, чтобы всем было весело. Поэтому всем удачного проживания здесь. Живем мы уже 9-й год. В 17-м году купили квартиру в Алихие, как ее называть. Вот. Ну, все нравится. Вначале, конечно, был прям один магазинчик, сити-маркет. Вот. А потом все больше и больше. И в банк ездили в Дахар, теперь у нас 3 банка. Меня зовут Анна. Я здесь живу уже 3 года в Египте, приехала с Камчатки. И как раз-таки приехала и сразу поселилась в Аль-Ахее, на окраине, ближе к Эльгуне. Пожила там год. Тихо, спокойно, открытый дикий пляж и доступно абсолютно в любое время. Но я подумала, что хочется пожить где-то в других местах Хургады. Поехала на Шаратоне, пожила на Мадарисе, на Хадабе пожила. И, в общем, вернулась я обратно. В Каусере тоже пожила везде и решила, что все-таки Аль-Ахея самое комфортное место для того, чтобы здесь жить. Тихая, спокойная, и самое интересное, здесь очень добрые и отзывчивые люди. Мы сейчас, сегодня у нас День соседей, и вот эти соседи замечательные друзья, замечательные люди, человеки, с ними очень интересно общаться, и мы собираемся в «Le Boutique», играем в настольные игры, и танцуем вместе, и общаемся. Ну, я соглашусь, что один, наверное, мафия. Потому что если он комиссар, он сразу скрывается. Засниму. Какие вы красивые. Я приехала в отель «Le Boutique». О! В общем, все шикарно. Единственное, что на море не очень хорошо, потому что никто не пускает толком. Выход, я имею в виду, на море. Вот, ну ничего, как-то мы это справляемся с этим пока. Так, что еще? Подружки все приезжают, получается, на зиму в октябре, уезжают в апреле. Мы тоже в апреле улетаем на полгода. Потом опять возвращаемся. И опять проводим море, солнце, фрукты. Все шикарно. Ну, в общем, так. Не знаю, что еще. Иногда вот сюда ходим в «Le Boutique». Я приехала из Каира специально на эту ярмарку. Я ваша соседка, я живу теперь в Хургаде, ну и в том числе в Аль-Ахее прекрасный, который меняется. Бутик хожу уже 4 года. Я считаю, Аня молодец. Она устроила такую ярмарку. Я уже купила капусты, огурцов соленых, морковки по-корейски. И я очень рада, что так все сложилось. Надо верить. Как говорится, надежда умирает последней. Спасибо большое Анне и спасибо большое Виктории. Приходите все к нам. Привет всем! Мы зимуем в Аль-Ахее уже 2-ю зиму. Нам очень нравится этот район. Вот. Мы считаем, что это самый лучший район в Хургаде. Здесь очень хорошая атмосфера, бесплатный пляж, очень много знакомых, друзей. Все как-то очень спокойно. Ну. А самое главное, очень мало народу, и все почти друг друга знают. Да. Когда поэтому возвращаешься... супер, приезжайте в Аль-Ахею. Здесь круто. Но не очень много, небольшими порциями, потому что не хочется, чтобы было очень-очень много людей, как в Каусере. Хочется, чтобы все-таки сохранялась эта такая обстановка спокойствия, дружелюбности, вот, чтобы все друг друга знали, любили, уважали. Welcome to Hurghada.
58. 58. Здравствуйте, я сегодня снова на выставке ярмарки мастеров в Эль-Ахее. Каждый год я здесь бываю, мне здесь очень нравится. Эль-Ахея растет, процветает. Рекомендую всем, особенно на море. Здесь есть классные дикие пляжи, которых не найти в Хургаде. За сезон ездим еще в отель, там по 2-3 ночи, немножко так разбавляем свой отдых. Ну, все нормально. Здоровье, кстати, поправилось здесь, я имею в виду здоровье, самое поправилось. Вот. Суставы, все это вообще шикарно здесь зимовать, потому что у нас в России холодно, сыро и все болит. Здесь ничего не болит. На пенсии здесь вообще шикарно. Вообще, мы первый раз здесь были лет 10 назад. Конечно, с этого времени очень все изменилось. Эль-Ахея стала совсем другой. Здесь совершенно другой контингент. Появились туристы. Вот, и это все очень гармонично. Местные жители живут вместе с туристами. Все это гармонично, очень классно. Нам очень нравится. Все очень изменилось с тех времен. Построили дороги, построили новый магазин, зданий. В принципе, у нас в районе есть все. Нам не надо никуда выезжать, для того, если у нас какие-то потребности. هاي أنا اسمي أسامة. أنا مصري من القاهرة من المنوفية تحديدا. أنا جيت هنا الغردقة من حوالي 20 سنة. كانت الدنيا لسه مفيش في الأحياء، كانت الدنيا كلها فاضية قوي. دلوقتي ما شاء الله الدنيا بقت حلوه اكتر، بقى في اماكن كتير حلوه الناس تنفع تروحها تقعد فيها، مطاعم كتير، كافيهات كتير. المكان هنا بقى حلو قوي اكتر من الاول ما شاء الله يعني، وفي تقدم اكتر واكتر. وعايش انا ومراتي، مراتي المانيه، متجوزين بقى لنا حوالي 4 سنين، عايشين في الاحياء من 3 سنين، والدنيا جميله جدا. فما شاء الله الدنيا احسن من الاول كتير، وبندعي كل الناس انها تيجي الاحياء ويعملوا بيزنس ويعيشوا هنا. المكان حلو جدا، حلو جدا. Когда я сюда приехала несколько лет назад, у меня была квартира на второй линии. И действительно, я тогда, не разобравшись, чувствовала себя, ну, как в деревне. Дорог не было, было 2 ресторана всего. В Майами был, значит, бар, еще не было бутика и какая-то пиццерия. Сейчас просто вот идешь вот так вот, один ресторан за другим. Дороги заасфальтировали. Тогда для меня асфальт казался каким-то праздником. Дороги поменялись. Дома строятся, как в Египте строятся. Действительно, вот у меня лично компаунд не строился 2 года. Сейчас они начали его строить. Есть, ну, в общем, Эль-Ахея преображается. Я считаю, что это очень перспективный район. Мамша у нас своя появилась, по ней можно погулять там прямо почти до Эль-Гуни. Поэтому и очень хороший комьюнити, здесь не скучно. Вот так вот. Нам нравится очень район, очень спокойный, развивающийся. Все появляется. Вот буквально пару лет назад ничего здесь не было. Буквально за 2-3 года появилось все. Все магазины, кофейни, рестораны. Ну все, вот уже скоро даже Гомблу сделают, поэтому все есть. Близко к Эль-Гуни, нам тут 20 минут и мы там. Вот. А в город ездим туда, уже на такси ездим каждый раз. Девочки занимаются танцами, выступают с танцами, занимаются вокалом, выступают тоже с вокалом. 2 своих песни уже есть авторских, которые уже, вот одна уже выложена на всех площадках, «Пой, душа». Это своя авторская песня, и девочки с ней уже везде выступают. И вторая еще в процессе, вот, Калина. Что еще? Активно, старшенькие у нас кикбоксингом занимаются и тренируют в Каусере, как раз в джиме. Там у нас Глеб, вот сын, он тренирует, так что... Actually, it was like totally empty, but now one of the most quiet area in Hurghada. Some places are very elegant to live in it. Almost everything around you, from hypermarkets, barber shops, vegetables, whatever what you need from A to Z, actually are gonna to find it here in Al-Ahya now.
So if you're looking for a place which is quiet, no much noise, then everything around you, from even medical centers we have around, or as I said, big hypermarkets, everything you are going to find it in Al Ahya, so you are going to enjoy it. Plus the sea is very close to you. If you want to swim, to enjoy, it's really place amazing. И также, что касается дорог, наконец-то везде асфальт, приятно находиться, приятно ездить машинам, без вот этих колдобин на дорогах. Вот, дома потихонечку достраиваются, чудесно, просто чудесно. I'm living here around now 7 years. I came first time. Actually, it was like totally empty, but now one of the most quiet area in Hurghada. Some places are very elegant to live in it. Almost everything around you, from hypermarkets, barber shops, vegetables, whatever what you need from A to Z, actually are gonna to find it here in Al Ahya now. So if you're looking for a place which is quiet, no much noise, then everything around you, from even medical centers we have around, or as I said, big hypermarkets, everything you are going to find it in Al Ahya, so you are going to enjoy it. Plus the sea is very close to you. If you want to swim, to enjoy, it's really place amazing. That's it. Когда-то я совсем недавно давала интервью на канале у Виктории. И вы знаете, я вам всем рекомендую дать интервью Виктории. Почему? Потому что тогда я была в расстроенных чувствах. У меня не строился компаунд. Но как только я поговорила в прямом эфире с Викторией, компаунд начал строиться. Черепаший компаунд. Видите, у меня даже шляпка такая. Поэтому я считаю, что позитивное мышление работает. Пускай скептики в это не верят, но оно работает. Я как раз здесь собираю иногда группы, и мы активируем код изобилия и собираем людей, как раз таки, которые хотят быть предпринимателями, хотят вести какой-то бизнес здесь. И, пожалуйста, люди приходят и находят себя, свое предназначение, как это принято говорить сейчас, да? А кто я как раз таки? Я антипсихолог квантового мышления. В общем, я делаю людей счастливыми, хочу сказать, и люди, с которыми я здесь знакомлюсь, они меня осчастливливают. И вот сейчас у меня заканчивается уже годовая виза, и я не знала, куда мне лететь, что мне делать, и появился человек вот в этой же компании, живет же здесь, сосед в Ал-Ахее, и он предложил, говорит, а приезжай ко мне в Черногорию, у меня есть целый дом. И вот мы с компанией едем как раз туда, и вот такие у нас соседи замечательные, так что ты даже не знаешь, куда ты можешь уехать иногда. Что касается дорог, наконец-то везде асфальт, приятно находиться, приятно ездить машинам, без вот этих колдобин на дорогах. Вот, дома потихонечку достраиваются, чудесно, просто чудесно. С недавних пор я в Ал-Ахия делаю массажи, профессиональный массажист. Также я кондитер, два разных профиля, но это все мое. Я делаю очень красивые и сложные тортики, не дешевые, но они стоят того. Так что, если нужно, обращайтесь. Я Ольга, nail technician, мастер маникюра и педикюра. Работаю на дому в Ал-Ахее, в Тибинуре. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.